Я приветствую вас, мои дорогие друзья, мои дорогие любимые подписчики и гости канала, те, кто, быть может, совершенно случайно заглянул на канал Таро Немо. Таро-расклад, грядущие события в вашей судьбе и неожиданности, возможно, какие-то стремительные внезапности, то, чего вы сейчас пока не видите, но это совсем скоро случится и произойдет. О чем вы скоро, возможно, узнаете? Вот давайте с вами рассмотрим позиции карт, и наш расклад подойдет одинаково как и для мужчин, так и для моих любимых девочек, и не важен возраст. Рассмотрим с позиции позитивной психологии и здравого смысла, но все же, какие подсказки нам дадут карты. Возможно, вы сейчас о чем-то думаете, но пока даже не можете представить вообще, в какую сторону тут пойдут события, а вот и грядущие события, вот с чем, с кем это связано? Может быть, и вы окажетесь в каком-то месте, а вы даже сейчас не предполагаете. А может быть, на ваш порог что-то придет, а может быть и кто-то. Вот давайте поразмышляем вместе. Итак, в начале сигнификация, и пусть нам карты расскажут, кому подойдет этот расклад. Ну точно, кому подойдет. Вот тут однозначно сразу идет десятка мечей. Что-то вы готовы завершить. Возможно, у кого-то это даже, ну, банально, документы или какое-то дело, которое вы доводите до конечной точки. Может быть, вам сейчас как сложный какой-то период, когда до ума какое-то дело нужно, правда, завершить, довести, но поставить вот, да, вот этот какой-то, или подвести знаменатель, чтобы уже к этому больше не возвращаться. Возможно, и какие-то новости вы получили, когда вы тоже понимаете, что нет, вот как было прежде, так больше не пойдет. Или вы сами не хотите. И вот смотрите, карта жрица, ведь это карта тайн. Кто-то, может быть, узнал новость. Для вас это тоже как тайна. Открылись глаза у нас словно, да? Мы представляли какое-то дело в одном ключе, а тут выходит, что нет. Тут как-то все по-другому. Но все же нам не говорят с точностью, да, карты, пока только их две. Это может быть какая-то задумка ваша, и вы не знаете, получится, не получится. Да, вы вроде бы, может быть, даже кто-то из вас совсем недавно с десяткой мечей в чем-то, ну вот уже подвели итоги, да? Но то, что вы построили себе как план на будущее, здесь, наверное, больше пока вопросов, чем ответов. Какая-то не до конца, хочется сказать, закрытая тема или не совсем какой-то завершенный сценарий. И я должна сказать, он у вас все равно будет продолжаться. По тройке пентаклей у кого-то это может быть связано буквально с деньгами. Или когда, может быть, и нужно закрыть какой-то платеж. Может быть, закрыть и долг. Ну, почему нет? Все-таки мы с вами реальные люди, правда? А карты нам дают только как раскрытие того или иного сюжета. Вот каким образом к этому подступиться? Или вам нужно провести еще ряд согласований. Да, правда, у кого-то будет и тема финансов. И, кстати, может быть и ваша тайна, которую вы не хотите, чтобы кто-то узнал. Давайте откроем еще карту. Вы точно видите, в каком вопросе вы готовы углубиться или какие обязательства на себя взять. И точно знаете уже на сегодняшний момент, от чего вы готовы отказаться. Вот все 5 карт будут говорить о том человеке, который, ну точно, иллюзий он не строит никаких. Но есть это не иллюзия, да, а это именно есть какая-то сложившаяся ситуация, которую вот так вот, хочется сказать, нахрапом, да, или каким-то на одном импульсе это не решишь. Тут нужно что-то, как и доизучить, а может быть для кого-то из вас вы прекрасно понимаете, что вам, ну, быстро не получится как раз-таки решить тот или иной вопрос. И, может быть, еще к этому, как бы вам, как помехи какие-то, я могу такое предположить. Помехи в виде продуманных людей, продуманных, которые вы как до конца их не раскрыли, эти личности. Когда вы уже задумались о том, что да, взаимодействие с конкретным человеком продолжится, но мне нужно быть осторожным или осторожной. Мужчина, перекладывайте на себя. Тут, потому что иногда по рыцарю Пентакли идут те люди, которые, ну, уж занадто продуманные. Ну, бывает такое, да, это карта марафонского забега, того, что мы
Ну, то, чем мы занимаемся, оно как-то быстро не пойдет. Может быть, и вы так себя где-то успокаиваете тем, что, ну да, прогресс уже вроде как есть, как с мертвой точки что-то сдвинулось. Но сказать, что тут пару-тройку дней что-то решится, нет, я не могу. Возможно, это ваше внутреннее ощущение, если мы о продуманных персонажах говорим, да, что да тут мне себя надо как-то вроде как и обезопасить, ну или пройти какую-то историю, когда и волки вроде как сыты, ну и овцы целы. Но, может быть, тут, знаете, вот все, что я сказала, будет напрямую касаться именно финансов. Так а что же еще в вашей жизни? Что за путаница такая? А тут еще какая-то новость могла быть. А вы знаете, смотрите, 2 десятки, мои дорогие. Тут такая сильная усталость. И я точно могу сказать, тут проходят те люди, которые много работают. Ваша нагрузка какая-то. И вы понимаете, вы, может быть, собрали волю в кулак, силу в кулак, именно для того, чтобы вот что-то вы уже проделали работу. Но вот, видимо, самая главная развилка. Вы так можете предполагать, что она меня ждет впереди. Вы можете, кстати, интуитивно чувствовать, потому что жрица – это та, которая все знает, что здесь это точно. Вы знаете, я бы сказала, доверяйте себе. Явно не случайно раскрыли наш расклад, потому что иерофант – это вот как мы и говорим по судьбе. Вот будем смотреть, какие грядущие события. Где-то карта может предвосхищать и говорить вам. То, что в твоей жизни сейчас происходит, у тебя все-таки хватит сил, как преодолеть и выдержать. Но вот такой последний рывок тебе придется, может быть, через несколько дней или через несколько недель, да, все-таки ближайшее будущее по-разному может проигрываться. Но ты идешь к солнцу, 2 старших аркана. Вот понимаете, ведь это, во-первых, карта ясности. Значит, у вас явно что-то будет прояснено. Может быть, вам и хочется, мои дорогие, чтобы это вот сегодня, да, потому что какая-то путаница или лабиринт, ну, хочется быстрее хотя бы понимать, какие мои перспективы или ваши именно перспективы. Или если на кону стоит именно финансовый вопрос, закрыть, может быть, этот финансовый вопрос. Здесь нам все-таки показан, кто вы. Человек, который и много работает, но умеет он зарабатывать. Тот человек, который уважаемый все же. Уважаемый, и может быть, это для кого-то из вас вы строите сейчас карьеру. Или когда вот вы себя, кстати, хочется сказать, планку собственного, ну как собственной самооценки, вы можете снижать. Потому что у вас был совсем недавно, и может быть этот период шел в затяжку, очень сложный период жизни. И когда нам приходится, ну как изо дня в день, из недели в неделю, а может быть это складывается в месяца и годы, когда нам все время приходится что-то преодолевать. Понятно, что тут будет безумная усталость. Но и самооценка, она невольно начинает снижаться. А здесь все-таки с учетом карты Иерофант нам говорят о том, что вы более чем ресурсный человек. Более того, вами могут восхищаться, а вы этого не видите. Ну, вам, возможно, этого и не скажут люди, но все то, что вы сделали до этой поры, вы сделали правильно. Ну и даже если приходилось проходить какие-то сложные жизненные этапы или когда буквально много работы, вот поверьте, дорога к солнцу, она не бывает простой, потому что здесь как будто карты две говорят, да тебе по судьбе. Вот совсем скоро у тебя жизнь будет меняться, у тебя, как и вопросы какие-то будут, может быть, шаг за шагом проясняться. Но более того, здесь, может быть, и придется где-то быть вот в этих энергиях, как и учителя ученика. И вот тут встречаются как раз как уважение по отношению к вам, но и ваше уважение к тому, ну это где-то и самоуважение, но и допустить момент, что вы тоже многого не знаете, придется этому учиться. И вы к этому готовы. Потому что именно 2 десятки что-то завершается, не пойдет так, как шло прежде. А может быть, вы уже как будто предчувствуете, что вот то, чем я занят или занята теперь, может вылиться в какой-то красивый узор или может вылиться в какую-то конфигурацию взаимодействия с конкретным человеком. Но что это будет, вы тоже не знаете, поэтому смотрите это видео.
Ну вот насколько вам эта сигнификация подходит, решать вам. Я же собираю эти карты. Хорошенько их перемешаем. Давайте так распределим в разные позиции и перемешаем. Грядущие события, мы с вами сказали. Что придет в вашу жизнь, что придет вам по судьбе, да, как мы говорим. Какие грядущие события вас ожидают. Разложим ряд карт, а следом разложим ряд на неожиданности, какие-то внезапности. Пусть нам карты расскажут грядущие события в вашей судьбе. О чем вы скоро узнаете именно через события. Будьте готовы, что вы получите либо скоро какое-то известие, документ. Ну, тут у каждого по-своему. Может, это сообщение в мессенджерах, может быть, это как СМС, да? Или это какой-то важный разговор состоится. Возможно, вы совсем скоро получите какую-то бумагу. И это для вас как откроет, как путь наверх, путь дальше. И вам придется вот с этого момента как будто действовать быстро. Причем по этой карте мы легки на подъем. Поэтому буквально события идут таковы, что вы, ну, знаете, как это точка нового отсчета дважды, потому что еще и один пентакль, туз пентаклей. Да, это возможность, но не упусти момент. И где-то будь готов, ух, как волшебно. Еще и карта мир. Как будто, ну, знаете, те дороги, которые были закрыты прежде, они теперь перед вами открываются. Но для этого вам придется, вот смотрите, такой двойной баланс. Тут у нас жонглер мало что жонглирует этими пентаклями. О, попробуй удержи, да, и это к теме, у кого сейчас именно по финансам. Как будто, может быть, придется пройти какой-то режим экономии. И тут на кону стоит не столько именно количество финансов, а вот ближайшие дни, ближайшие, может быть, неделю у кого-то придется больше уделять внимание какой-то верховенственной идее. Или то, что вы для себя поставили в план, как цель какую-то, я должна ее достичь. И поэтому еще и договариваться придется, мало что жонглируют, так еще и на качелях. Как бы вот этот баланс может быть и финансовый, но точно так и договоренностей не потерять. Для вас вообще будут очень важны грядущие события. Как вам пространство более добрые энергии посылает. Ведь эта карта говорит о том, что нет ничего невозможного, но договариваться придется. И следующая пятерка пентаклей вам наглядно демонстрирует тот факт, что вот смотрите, да, вот если мы посмотрим на эту карту более так внимательно, как будто двое идут среди холода, снега, и явно они выглядят, ну, не очень состоятельными, будем говорить. Почему по этой карте недостаток взаимопонимания и недостаток финансов. Поэтому, мои дорогие, приготовьтесь, смотрите, для чего вам нужен этот мир, для чего вот этот двойной баланс. Решить вопросы по финансам и одновременно договориться. У нас была карта Верховная Жрица. Здесь допустить, что что-то будет развиваться не совсем так, как вы предполагали. Это грядущие события, когда, может быть, придется для вас, вот тут внимание, как для вашего же благополучия, в том числе и финансового, вам придется договариваться. Ведь проходят всегда, ну, если мы колоду классическую возьмем, пятерка пентаклей, когда двое проходят мимо. А рядом, как свет в окне, и, в принципе, как будто приоткрытая дверь, есть возможность. Но, может быть, мы не хотим это рассматривать, мы не хотим обращаться, мы не хотим взаимодействовать. То тут есть такой момент очень тонкий, когда, ну, где-то наше эго вступает. Может быть, не просто эго, а ситуация, когда с конкретной персоной мы не могли договориться, когда был даже конфликт, может быть, да? А вот теперь нам нужно это будет свести к нулю, потому что для вас это будет означать вот как этот мир или какие-то новые возможности, мои дорогие. Ладно, что еще? Грядущие события. О, как! Все то, что я сейчас сказала, это будет очень важно. Потому что это карта императрицы, карта благополучия. Где-то карта говорит, надейся сам на себя.
Даже мужчины, если меня смотрят, просто энергетику, именно как архетип. Хотя я не исключаю, что для кого-то договариваться придется с любимой женщиной или какой-то важной женщиной. Но это ваши такие более лояльные энергии. Ведь только императрица может договориться с несговорчивым императором. И, может быть, у кого-то буквально получаете известие или куда-то вас приглашают, или какая-то конфигурация событий таки складывается, когда вам придется провести важные диалоги, и от того, как вы сумеете договориться, это вы для себя как путь наверх, путь дальше открываете. Будьте внимательны. Здесь на кону ваше благополучие. Грядущие события. Да вы решите какой-то вопрос. Да это точно. Вы сумеете заработать деньги, именно заработать. Да, карта рутины, карта деталей. Вам придется какое-то дело изучить в деталях. Может быть, не исключаю. Переделать документы. Что-то не пошло, да, какая-то закорючка. Не так поставлено или не там знак поставлен. Может быть и так. То есть тут именно будет для вас грядущее событие, внимание к деталям. И императрица порой строит свое благополучие, буквально по крупицам. Это видит только она одна. Все остальные, вот я говорила, когда мы с вами смотрели сигнификацию, что вас люди уважают, вас, может быть, к вам обращаются, вас видят человека очень ресурсного люди. Вы тут можете себе такую самокритику устраивать. И, кстати, по десятке мечей, которая у нас выпала в сигнификации, первая, кто-то буквально самоедством занимается, по-другому даже сказать не могу. Надеюсь, вы понимаете мой сленг. Так вот, этого делать не надо. Понимаете, вот когда мы, это я не о гордыне ни разу, но когда мы сами себя не съедаем за предыдущие ошибки или за то, что мы люди, мы склонны ошибаться, 100 раз ошиблись и еще 100 ошибемся. Но мы все-таки говорим, ага, сделал выводы, пошел дальше. Так вот, императрица как раз и будет означать, что вы только знаете, как сложен был путь, который вы прошли. Но теперь, как будто сделай, вот все карты нам говорят, посмотрите, сделай вот прямо сейчас грядущие события, они будут именно таковы, что с какой-то новости, с какого-то важного разговора или получения документа перед тобой будущее открывается. Но это не то, что нам на блюде подали и сказали, вот тебе и ключи, и документы, вот тебе и возможности, и вот прямо гора какая-то. Нет, это какой-то такой узкий фарватер, который нам доведется пройти. Поэтому, может быть, для кого-то это вопросы даже работы и каких-то важных согласований или деталей. И, видимо, ведь это для вашего блага, если мы говорим, может быть, и рутина даже, да, но, видимо, стоит ее преодолеть. И, может быть, это для кого-то примирение, мои дорогие, да, или обращение к каким-то персонам, которые, так вот тоже может судьба, грядущие события, если мы сказали. Я не исключаю, что кому-то из вас придется, как вступить в взаимодействие с конкретным человеком, чтобы решить какой-то свой вопрос. Вот этого я тоже не исключаю. Давайте мы с вами неожиданные события, что буквально, может быть, ворвется в вашу жизнь. Стремительные неожиданности. Вот и карта стремительная такая, 8 жезлов. Или, правда, вверху у нас туз пентаклей. По этой карте мы получаем документ. Это идет ускорение какого-то процесса. По этой карте мы получаем новость. Может быть, новость в средствах массовой информации. Или, когда нам нужно очень быстро решить, закрыть, может быть, даже какой-то вопрос. Будь готов к неожиданностям. Иногда я называю эту карту, тут неожиданно может закончиться, вот знаете, проявив лояльность. Или, может быть, даже когда себя несколько сдерживать придется. Ведь иногда по 5 пентаклей мы не хотим этим заниматься. Мы не хотим этот вопрос рассматривать. И тут начинается такая метаморфоза, если мы сказали, вы сильный человек, да? Императрица, она ведь надеется сама на себя.
Вот тут не меняется конфигурация, тут не совсем на себя, а все-таки какие-то контакты вам будут совершенно необходимы. Я не говорю, что нужно наступить на горло собственной песни, хотя я не исключаю, что где-то собственному эго наступить придется. Вот именно к эго. Договариваться, потому что по пятерке кубков, посмотрите, ведь это, если мы говорим, карта скорости, а ведь эта карта всегда эмоциональная. Это какой-то проигрыш, стало быть, и в вашей жизни. Нам где-то здесь повествуют о том, что у тебя скоро вот перемены, добрые трансформации именно по части того, почему ты оказался в этой ситуации. Или, может быть, как виновник, конкретный человек, неожиданные события. О, точно человек. В некоторых колодах карта мага, она даже обозначена. Меркурий, мы говорим, да? И у нас сейчас период на долгие годы, на 7 лет. Период Урана в Близнецах. Уран любит все менять, любит все, вы знаете, перестроить, переиначить. Иногда мы говорим ломать. Но Уран никогда не ломает и не забирает все то, что нам может быть полезно. Но иногда нас просто вынуждает, да, вот если мы говорим собственному эго, приступить к рассмотрению того или иного вопроса или приступить к взаимодействию, сотрудничеству с определенным человеком, людьми или в какой-то контакт, когда мы раньше этого не хотели. Или мы, может быть, и хотели, а потом выводы уже сделали, да, что-то не пошло. И я не исключаю, правда, вам придется вот с такими магами, волшебниками договариваться. Так вот, если мы о колодах Таро, иногда прописано в некоторых картах, ну, может быть, у кого-то совпадет, знак либо близнецы, либо дева. То есть это два знака, которые управляются планетой Меркурий. Те, кто смотрит мой расклад именно в июне, мои дорогие, тогда вообще волшебно, потому что 15-го у нас новолуние в Близнецах. И неважно, какие знаки зодиака, я, кстати, могу соединить, вот кто смотрит теперь, то где-то в середине месяца, может быть и ближе ко второй половине июня, будет какая-то очень важная информация, тут информация номер 1, и потом, как неожиданно, и еще что-то вы получите. Будьте к этому готовы. И ведь это карта скорости. Мы как будто, не должны долго что-то анализировать. И, может быть, я не исключаю, что есть какая-то персона, которая, вы допускаете. Человек очень продуманный, человек в холодных энергиях, все-таки маг. Это не про страсть ни разу. Но вы понимаете, что а у меня других вариантов нет. И вам придется буквально договариваться с магом. Как будто маг и императрица разные энергии, но объединяет одно, что оба практики. Просто маг, он подходит несколько по-другому, а императрица, она надеется, хотя, в принципе, как и маг, сама на себя. И вот смотрите, 7 жезлов, вам, может быть, придется оказаться в такой ситуации, когда вам придется кому-то сказать «нет». И это будет неожиданно для вас. Здесь может сложиться какая-то конфигурация, да, договариваться, я говорю, придется. Но я тут вижу, с одним вы договариваетесь с человеком, и это все внезапно, это неожиданно. Но какому-то, или может быть даже группе людей, вам как будто для того, чтобы осуществить свое желание, придется минимизировать ваше участие в жизни, даже нескольких персонажей. Или когда вам придется пересмотреть свой график работы, может быть, и работы и отдыха, возможно, с тем, что вам привычно знакомо и в чем вы всегда участвовали. А тем не менее, обстоятельства, будьте к этому готовы, внезапно изменятся так. И вот здесь, наверное, кульминация. Либо вы выполните свое какое-то желание, либо вы как себя пускаете буквально в тираж. Именно потому, что, как, по-другому быть не может. Это вы так можете думать. И вот вам может устроить проверку на прочность судьба именно таким образом, как, знаете, подкидывает нам какой-то вариант к решению и наблюдает судьба одновременно. Сумеете вы быстро переключиться как будто на решение другого вопроса? Сумеете вы себя
И тут я не про гордыню, а именно свои какие-то желания, предпочтения, то, что вы делали. То есть вы уже к чему-то приступили. Вы уже что-то, какую-то работу и до этого проделали, и здесь еще предстоит. Как будто тут остается 5 шагов до успеха. Но вот именно в эти 5 шагов посылает вам какое-то известие судьба, и вам будет предложено проучаствовать в каком-то деле, может быть, сделать какую-то работу, кому-то, может быть, и помочь, но тут вот совершенно по-разному. А вам придется сказать красивое «нет», потому что это вам вполне вероятно теперь вот с этими двумя картами. Карта мага будет говорить, это тебе тоже такие энергии совершенно необходимы, иначе ты поставишь под удар осуществление своего желания. Это неожиданное событие, мои дорогие. Очень интересно. Ладно, давайте тогда мы спросим дальше. Карта выпрыгнула. Вот посмотрите, словно говорит, спросим дальше, да? Вот мы сейчас и узнаем, а что же будет дальше. И выпадает туз кубков. Карта радости, карта счастья. И я только что сказала, поставите под удар или назовем это под исполнение какое-то желание. Может быть, императрица, ведь это карта доброго человека, того, кто, безусловно, любит своих близких. Есть, может быть, и те люди, которым вы все время помогали. Но тогда будьте готовы, вот грядущие события таковы. И это будет неожиданно, когда вы вынуждены будете сделать перерокировку, когда собственных планов. И даже если вам это сделать достаточно сложно, может быть, это где-то путем объяснений, что вы не располагаете своими вот в данный момент какими-то ресурсами, или вы будете объяснять, ну, а может быть и без объяснений, да, тут мы все разные, но абсолютное понимание того, что именно на кону как ваше исполнение желаний или того, к чему вы долго шли, может быть поставлено под угрозу, и если вы себя вот так вот будете пытаться, ну, как двигаться в разных направлениях или откликаться. Смотрите, тут будет еще дальше, что у нас будет. Следом на этом все не заканчивается. Для кого-то из вас это важная очень встреча может состояться, если мы говорим, что будет дальше, которая вас, ну, как, это не просто даже радость, счастье, любовь, а если вы вот что-то запланировали, планы у каждого свои. Мне хочется вас предупредить, вот то, о чем вы думаете, ну вот как конечная цель, обязательно нужно к этому идти. Потому что вы вот свое намерение осуществляете, и для вас, мои дорогие, открывается совершенно новый путь. Для вас открываются после этого новые возможности. Я больше вижу, что вам, может быть, и у кого-то произойдет важная встреча, у кого-то банально. Вы должны куда-то поехать или с кем-то встретиться. И, может быть, вот эта встреча у кого-то может проиграться, как в пути в дороге, а у кого-то окончательно. Ну, вот если вы как-то свои ресурсы неправильно потратите, свое время, распределите, может быть, кто-то финансы или последовательность решения ваших задач, то тогда осуществление чего-то важного, оно тоже будет стоять как под большим вопросом или под угрозой, скажем так. Потому что тут есть ваша проверка на прочность, когда вы именно, как императрица, должна поставить себя на первое место. И делать это не нужно с чувством вины, мои дорогие. Именно иногда по этой карте у нас бывает ложное чувство вины. Недостаточно хорош, недостаточно красив, недостаточно я выполнила какую-то работу. Ой, а что будет, если я кому-то скажу нет? Вот посмотрите, по сути дела, даже у нас в один триплет, который по вертикали находится, вот такая вот вся неразбериха и выпала. Давайте достанем еще одну карту. Что же будет дальше? Да тут вы не на короткий срок, а по аркану звезда выбираете свое будущее на долгий период. У нас выпадала в сигнификации Солнце. Иногда я говорю по Солнцу, это месяцев 6-8. И может быть 6-8 месяцев это то, что вам предстоит в активной какой-то фазе проделать. Но именно они будут складывать 10 лет, мои дорогие.
Может быть, это и работа, это и ваша популярность, это ваши достижения, получение, ну вот, может быть, то, к чему вы шли чуть ли не всю жизнь, так иногда бывает. Это очень важный итог. Как будто вы на выборе, или у вас это получится осуществить, то есть ваша звезда буквально сейчас. Вот посмотрите, две такие мелкие карты, и обе, что восьмерка мечей, что девятка, карта искаженного восприятия. Вот вы сейчас чего-то не видите. И, может быть, вот я, как говорила, новость номер раз, потом и еще какой-то следом идет у вас событие или получение документа, или какой-то информации, когда, ну, придется себя перестроить совершенно на другой лад. Иначе вы рискуете сами себя, как отбросить назад. И не просто так. У кого-то, может быть, и встреча какая-то не состоится, или что-то очень важное не произойдет для вашего же счастья. Но это тоже еще только, ну, как одна часть замысла судьбы вашей. А потому что это должно произойти обязательно. Это, знаете, когда мы словно выпадаем из того, что нам предначертано, или из того, что прописано, да, вот в небесных скрижалях, как я говорю, а мы пытаемся свою судьбу переиначить, перестроить, да, и мы нарушаем ход небесных фишек. И, может быть, для того, чтобы, вот когда кому-то сказать «нет», мы ведь часто думаем, что «не, наверное, это я вот как раз, когда говорю «нет», я и нарушаю ход небесных фишек». Нет, мои дорогие, тут вот будьте очень внимательны в последующий период. Вам придется много анализировать, на что вы прежде соглашались и где вы оказывались. Кому вы прежде говорили «да» и что было потом. Как будто просит нас сама судьба, вас, мои дорогие, подвести определенный итог, как открыть глаза на что-то. Потому что тут вот именно нельзя, как прежде. Из-за чего вот эти две карты искаженного восприятия? А потому что мы, вот обе девушки, смотрят вглубь себя. С завязанными глазами одна, и вторая с закрытыми практически глазами. Она куда она смотрит? Она в принципе ничего не видит, кроме мрачной комнаты, исписанного многократно дневника, то есть всегда история прошлого и наши ощущения. А за окном восход солнца, вот то солнце, которое выпадало в сигнификации. Но от этого зависит какое-то новое качество жизни на более длительный период. И вот теперь мне хочется спросить, что скрыто сейчас? Чего вы не видите? Давайте попробуем так завершить, чтобы нам карты, может быть, дали больше подсказок. Иногда приходится себя на что-то уговаривать, как будто узнать себя заново, да? Ну вот давайте мы с вами достанем такой ряд. Чего же вы сейчас не видите? А это уже, может быть, присутствует в энергиях вашей жизни. Чего вы сейчас не видите, мои дорогие? Вот вы не видите, что вас уже нет в прошлом. Конкретная карта, да? Как будто нам показывают то, что было опять же когда-то. Это все то, что я сказала. Не будет, как прежде. Перемены, по сути дела, когда и обстоятельства будут меняться. Да и вообще вот совсем скоро многое изменится. И насколько быстрее ты переведешь какие-то отрицательные эмоции в равнодушный опыт, именно опыт, оставим ситуацию, пойдем дальше, да? Вот посмотрите, не нужно находиться мыслями там, где у вас уже нет физически. Вот карта и говорит, тебя уже нет в этом прошлом. Чего вы еще не видите? Вы сами себя, как будто думая заново и заново какой-то вопрос, вы себя отбрасываете назад. Чего вы не видите? Вот эти деньги буквально идут к вам. Тут ваше благополучие. Изобилие, процветание стоит на кону. Чего вы не видите? Вот он, этот иерофант, который у нас выпадал в самом начале. Что вам по судьбе? Может быть, вот не случайно карта императрица. В другом статусе, в других возможностях. Может быть, у кого-то и в другой местности, мои дорогие. Вам еще предстоит оказаться. Чего вы не видите? А ведь и правда. Вы найдете выход даже... Ну, вы вообще очень ресурсны, мы говорили. Даже из патовой ситуации, потому что наступает время идти вперед. Чего вы еще не видите? Того, что, возможно, вам придется буквально куда-то поехать, отправиться. Чего вы не видите? А на кону, посмотрите, карта семьи, карта благополучия, теплый уютный дом, карта взаимопонимания,
карта безусловная. Изобилие, опять же, процветание, как по нарастающей. Когда качественно меняется не просто уровень жизни, ваших возможностей, вам еще предстоят, с учетом карты Иерофант, я не исключаю, какие-то, как бумажные согласования или согласования, которые будут касаться важных документов. Вам еще предстоит не раз быть в какой-то ситуации выбора. И может быть вот теперь, да, наш расклад его таким простым не назовешь, потому что выбор в нашей жизни происходит постоянно. Тут вот именно на что согласиться, на что отказаться, или с чем, может быть, распроститься, да, тут такое тоже может быть. И без иллюзий видеть ваши возможности и себя не ставить в какие-то рамки, когда сбываются чьи-то мечты, но не ваши. Вот все то, что требовалось, наверное, доказать, да, вот такая теорема жизни. Вы можете сейчас, как я говорила, по сигнификации предполагать, что, а ведь и правда, как ваша душа мудрая может давать такие подсказки, что нет, тут такие будут поворотные моменты в твоей судьбе, что то, что ты сейчас думаешь или где ты сейчас находишься, тут может измениться все вот на 180 градусов. Это карта тайн, это карта мудрости. Безусловно, эта карта говорит о том, что тебе придется предвидеть и доверять самому себе или самой себе, даже в тех случаях, когда внешние какие-то события, они тебе не дают рационального пока подтверждения. Но вы сейчас можете это предчувствовать. Слушайте свою душу, она мудрая, и берегите себя. На кону что-то очень важное в вашей жизни, что будет буквально с одного какого-то пункта начинаться или новости, но на этом все не заканчивается дальше, и еще как по нарастающей какая-то геометрическая прогрессия. Перекладывайте на себя, мои дорогие, а я благодарю вас за ваши волшебные комментарии, за вашу доброту, за вашу искренность. Для меня это очень важно. Вы мое вдохновение. За вашу помощь и поддержку моего творчества. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте публикации на моем сайте, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Все ссылки будут в описании под видео. А я вас люблю, и вы. Будьте счастливы, будьте любимы всегда.